Волго-Окское междуречье имеет интригующую историю притока населения и смены языков. В настоящее время большинство жителей региона говорят по-русски, но до Средневековья северо-запад России населяли уралоязычные народы. А постепенный переход к славянским языкам начался во второй половине первого тысячелетия нашей эры с экспансией славянских племен, в результате которой было основано государство Киевская Русь в конце IX века нашей эры. Средневековая Русь была многокультурной и многоязычной, но после крещения Руси и распространения кириллической письменности в X-XI веках влияние и привлекательность славянского языка усилилось, что привело к языковому сдвигу с уральского на славянский. При этом, несмотря на замену языка, современные русские северо-западных регионов демонстрируют явную близость к своим уралоязычным соседям, что предполагает генетический вклад от этих предшествующих популяций. Суздальское Аполье является историческим ядром северо-западной Руси, которая сыграла важную роль в политической истории Волго-Окского междуречья XI-XIII веков. Для него характерно непрерывное существование сельских поселений, возникших в X-XII веках, часто на территориях, заселенных уже в первом тысячелетии нашей эры. До IX-X веков этот регион был населен уралоязычными группами, а славянская колонизация началась в X веке. Ранние летописи связывают мирян, вымершую уралоязычную группу, с первыми жителями региона. Средневековые города Суздаль, Владимир, Юрьев-Польский и сельские поселения Суздальского Аполья тщательно изучены археологами. Их материальная культура представляет собой классическую древнерусскую традицию XI-XIII веков, а предшествующий период характеризуется сложной и многокомпонентной материальной культурой, сочетающей в себе элементы как славянских групп, так и финно-угров Поволжья. Таким образом, этнокультурную историю Суздальской земли в средние века можно рассматривать как один из этапов формирования и закрепления региональной группы средневековой Руси, именуемой в летописях как суздальцы, на территории, ранее занимаемой финно-уграми Поволжья. Тем не менее, подробности взаимодействия и слияния славянского и финно-угорского населения в значительной степени неизвестны. Некрополи X-XII веков в пределах Суздальского Аполья известны в основном по раскопкам, проведенным в середине XIX века, и их документация не дает четкого представления о погребальных обрядах и датировке. А поселения второй половины первого тысячелетия, то есть периода, предшествующего расселению славян, и вовсе практически не изучены, да и могильники того времени также неизвестны. В новой работе авторы при помощи анализа древней ДНК и методов радиоуглеродного датирования исследовали останки 32 древних жителей Волго-Окского междуречья из 6 археологических памятников Суздальского Аполья на территории Владимирской и Ивановской областей и 2 из Гороховца на восточной окраине Владимирской области. В целом образцы охватывают период от 188 до 1787 года нашей эры, в том числе и времена демографических изменений, связанных с распространением славянских языков. Кроме того, чтобы реконструировать изменения в рационе и образе жизни людей того времени, были получены данные о соотношении стабильных изотопов углерода и азота на участках Большое Давыдовское-2 и Шекшова-2,9. При этом авторы, пытаясь найти связь между лингвистическими и генетическими изменениями, подчеркивают, что по генетическим данным сложно судить о языке и этнической принадлежности, как, собственно, и по материальной культуре. Поэтому к терминологии, используемой в исследовании, стоит относиться адекватно и с пониманием. Прежде чем перейти к результатам, хочу напомнить, что канал существует только благодаря поддержке неравнодушных людей. Научный контент без искажений трудно превратить в популярный. Поэтому прошу людей, которые могут помочь каналу, не стесняться. Любая помощь актуальна. С миру по нитке, голому рубашка. Генетический сдвиг в Волго-Окском междуречье при переходе от Железного века к Средневековью. На графике анализа главных компонент между популяциями западной и восточной части Евразии по оси абсцисс наблюдаются 3 генетические клины, которые примерно соответствуют экорегионам центральной ее части.
Самая северная клина проходит по лесотундре, и большинство говорящих на уральском языке попадают на нее. В соответствии с их географией, представители Железного века из могильника Большое Давыдовское 2 попадают на эту клину между русскими с побережья Белого моря в Архангельской области и современными популяциями Поволжья. Анализ примеси также показал, что люди из Большого Давыдовского имели долю древнего сибирского происхождения, как и большинство современных уралоязычных групп. Эта предковая компонента максимально выражена у современных Нгонасан Таймыра, но, возможно, в прошлом она была еще более широко распространена. А вот образцы последующих за Железным веком периодов из Шекшова, Гороховца, Кибола, Кидекши и Красногвардейского расположены ближе к западноевропейским популяциям на графике анализа главных компонент, что указывает на генетические изменения в регионе после Железного века. Однако около половины средневековых жителей оставались по-прежнему генетически близки к людям Железного века из могильника Большое Давыдовское 2, а другая их часть продемонстрировала близость к современным славянам Восточной Европы. Эта закономерность предполагает, что как минимум к началу XI века в Волго-Окском междуречье все еще продолжалось смешение, или же две различающиеся популяции сосуществовали в одном и том же регионе. Однако уже после Средневековья большинство жителей Аполья, которое еще называют Владимирским или Юрьевским, уже было ближе к современным центральным и южным русским. И эти люди не демонстрируют таких же различий в происхождении, как их предшественники. Несмотря на распространенные мифы, после которых одержимые ими люди часто набегают в комментарии. Изотопный анализ. Данные изотопного анализа костных фрагментов с участков Большое Давыдовское 2 и Шекшова 2,9 также указывают на перемены между Железным веком и Средневековьем. У людей Железного века из могильника Большое Давыдовское 2 рацион был с высоким содержанием белка и растениями с С4 фотосинтезом, вероятно просом. Тогда как у людей из средневекового курганного могильника Шекшова 9, несмотря на генетические различия между захороненными, рацион был основан на растениях с С3 фотосинтезом, как пшеница и ячмень, к примеру. Примечание. Кластеры. Для последующих анализов образцы были распределены по 4 аналитическим кластерам на основе археологического контекста, радиоуглеродных дат и результатов анализа главных компонент и примесей. После чего 7 человек вошли в кластер Волго-Окского междуречья Железного века, 4 человека отнесены к кластеру Волго-Окского междуречья Средневековья, как схожие с популяциями Железного века из того же региона. 6 человек вошли в кластер Волго-Окского междуречья Средневековья, но в отличие от предыдущего, как схожие со славянскими популяциями Восточной Европы. И 4 человека представляют кластер Волго-Окского междуречья постсредневековья. Некоторые образцы не были включены в кластеры из-за их близкого генетического родства с другими людьми, загрязнения и из-за того, что они попали под критерии хронологических и генетических статистических выбросов, о которых чуть позже. Популяции Поволжья Железного века и древняя сибирская родословная. Результаты статистики внешней группы F3 показали высокий уровень общих аллелей с литовцами для всех анализируемых кластеров, а в тестах кладальности F4 для каждого из вышеописанных кластеров представители средневековья Волго-Окского междуречья, схожие со славянскими популяциями Восточной Европы, были кладальны с восточными славянами, как белорусы с украинцами, к примеру, и современными русскими из Рязанской области, тогда как группа людей из кластера Волго-Окского междуречья постсредневековья была кладальной только с рязанскими русскими. А представители Волго-Окского междуречья Железного века и схожие с ними жители Средневековья не были кладальны ни с одной из тестируемых популяций. Однако они продемонстрировали наименьшее отличие от современных русских из Архангельской области. А это позволяет предположить, что северные русские являются их ближайшими современными родственниками. Тесты на кладальность выявили общую генетическую границу между народами восточной части Евразии и Волго-Окского междуречья Железного века и схожими с ними жителями Средневековья, примерно в районе Уральских гор. При этом упомянутые группы Волго-Окского междуречья
имеют значительно больше общих аллелей с популяциями к востоку от Урала, чем современные литовцы. Дальнейшие анализы показали, что это родство с восточными популяциями связано с древней сибирской родословной, хорошо выраженной у Нганасан. Похожая, но более размытая граница наблюдается между народами восточной части Евразии и Волго-Окского междуречья постсредневековья. Однако у средневековых групп из Волго-Окского междуречья, которые были схожи с современными славянскими популяциями Восточной Европы, не наблюдается большего количества общих аллелей с популяциями восточной части Евразии, чем у современных литовцев. То есть они не получали дополнительного количества сибирской родословной. Дальнейшие анализы показали, что при использовании в качестве аналога сибирской родословной представителя бронзового века из Красноярского края, общие аллели с ним, представителями Волго-Окского междуречья Железного века и схожими с ними жителями Средневековья, также разделяют в схожих диапазонах северные русские из Архангельска и Вологды, а также вепсы, карелы, финны и мордва. Волго-Окское междуречье близко к ареалу обитания восточноевропейских охотников-собирателей мезолита, которые внесли свой вклад в происхождение многих более поздних популяций. Результаты указали на увеличенный вклад восточноевропейских охотников-собирателей в обитателей Волго-Окского междуречья Железного века, а также представителей Бронзового века из Эстонии и Красноярского края, хотя этот вклад был статистически значимым только для красноярского образца. Популяции Центральной России сформировались как продукт местной примеси. Для моделирования состава предков описанных выше кластеров авторы построили согласованную модель с 5 источниками, которые включают представителя Красноярского края Бронзового века, западноевропейских и восточноевропейских охотников-собирателей, носителей ямной культуры Самары и представителей культуры линейно-ленточной керамики раннего неолита. При этом восточноевропейские охотники-собиратели мезолита были наиболее актуальны для моделирования обитателей Волго-Окского междуречья Железного века, схожих с ними жителей Средневековья и современных удмуртов. А для большинства других популяций лучше подходила модель, включающая 4 источника, без восточноевропейских охотников-собирателей. Чтобы точно определить временные и географические популяции, которые могли внести свой вклад в население Волго-Окского междуречья Железного века, авторы протестировали несколько потенциальных моделей, из которых наиболее подходящие показали, что эти люди примерно наполовину имеют общее происхождение с населением, относящимся к представителям Прибалтики Железного века 800 года до нашей эры, 50 года нашей эры. Еще 25% их предков были связаны с людьми Бронзового века из оленя-островского могильника Кольского залива, и оставшиеся 25% их родословной связаны со степью Железного века, в качестве носителей которой использованы скифы Восточной Европы. Таким образом, Волго-Окское междуречье, по-видимому, находилось на пересечении потоков генов с нескольких направлений. Примечательно, что представители фатьяновской культуры не подошли в качестве достоверного источника происхождения для представителей Железного века Волго-Окского междуречья ни в одной из протестированных моделей, что указывает на отсутствие генетического вклада этих групп, населявших этот же регион в Бронзовом веке. А сами представители Волго-Окского междуречья Железного века подходят для моделей смешения между ранними славянами и уралоязычными группами, где в качестве славян авторы использовали представителей кластера Волго-Окского междуречья Средневековья, схожих со славянскими популяциями Восточной Европы, как белорусы, к примеру. При этом вклад от людей Железного века в индивидуальных моделях людей из кластера Средневековья, схожих с популяциями Железного века, варьируется от 35 до 75%. А для моделирования жителей Волго-Окского междуречья постсредневековья, помимо вклада от средневековых групп, схожих со славянскими популяциями, дополнительно потребовалась родословная от более ранних групп региона, как представители Железного века. Хотя в качестве этого источника могут выступать и смешанные жители Средневековья, схожие с популяциями Железного века. Датировка появления сибирской родословной у проанализированных людей показала, что эта примесь у предков представителей Железного века была в эпоху бронзы, а у предков, схожих с ними жителей Средневековья, в Железном веке. А вот у предков представителей региона Средневековья, схожих со славянскими популяциями Восточной Европы,
и последующих жителей постсредневековья, появление сибирской родословной датировано VIII-IX веками, что хорошо соответствует предполагаемому началу расселения славян в Волго-Окском междуречье. Уникальная родословная отдельных представителей средневекового Суздальского аполья. В наборе данных, помимо сгруппированных в кластеры, было отмечено несколько образцов, отличающихся от других, которые в статистике называют выбросы. Они хорошо заметны на графике анализа главных компонент. Одна женщина 30-39 лет из могильника Большое Давыдовское 2 генетически была более близка к последующим популяциям Средневековья, чем к своим современникам из Железного века. Однако максимальное отличие продемонстрировали двое мужчин 25-35 лет из могильника Шикшова-2 Ивановской области на рубеже XII-XIII веков с линиями гаплогрупп J2A и N1, которые были захоронены в неглубоких ямах овальной и прямоугольной формы, лежа на спине головой на запад-юго-запад, с похожим положением рук, левые на животе, а правые около талии, без погребального инвентаря. Только у одного в районе ключицы обнаружены две бронзовые пуговицы. На графике анализа главных компонент они были ближе к популяциям Восточной Азии и попадают на лесостепную клину. Их ближайшие соседи на графике – казахи, каракалпаки, сибирские татары и другие тюркоязычные группы из Центральной Азии и Сибири. Оба человека также несли митохондриальные гаплогруппы M9A1A и Z3C, которые более распространены в Азии, чем в Европе. А в тестах кладальности F4 они продемонстрировали сходство с каракалпаками. Анализ изотопного состава стронция из исследования 2020 года указал на то, что и росли они в другом месте, а в Поволжье прибыли, будучи уже взрослыми. Как считают авторы работы, эти двое мужчин могли представлять тюркоязычные группы, представители которых находились на военной службе в Киевской Руси, в основном охраняя ее южные рубежи. Однако в вышеупомянутом исследовании 2020 года, на которое ссылаются авторы данной работы, соотношения изотопов стронция у этих мужчин были близки и к значениям, полученным для девушки 15-19 лет конца X-го, начала XI века из погребения номер 14 могильника Шикшова-9, указывая на то, что военная служба – это не единственная интерпретация из возможных, хотя и не отрицая ее. Также соотношения изотопов стронция этих мужчин и девушки были близки к таковым у мужчины XII века, умершего в возрасте 30-39 лет, который провел свое детство в Суздальском аполье, но прожил последние годы своей жизни в других землях, по изотопному составу схожих с таковыми, где росли девушка и упомянутые мужчины, и был похоронен на своей родине в Шикшово. При этом схожий изотопный состав не обязательно может быть только в одном месте. В любом случае, данные указывают на то, что в те времена были регионы, имевшие устойчивые связи с Суздальским апольем. Помимо этого, интересный предковый состав продемонстрировала женщина из Кедекши, датированная 1414 годом нашей эры, и с митохондриальной гаплогруппой F2I, которая преимущественно встречается у современных жителей Восточной и материковой части Юго-Восточной Азии. На графике анализа главных компонент она попадает на клину между Европой и Ираном с Кавказом. А в анализе примесей она продемонстрировала генетическое родство с древними и современными иранцами. При этом наилучшая модель включала средневековых аланов Северного Кавказа в дополнение к родословной популяции славянского и дославянского периодов. Эти аномальные образцы подчеркивают наличие взаимных контактов у населения Волго-Окского междуречья с другими регионами и в целом значимость Суздальского аполья в эпоху Средневековья. Параллельное распространение генов и языков в Волго-Окском междуречье. Последние 1500 лет истории Волго-Окского междуречья характеризуются постепенным переходом с уральских языков на славянские. Этот процесс также оставил свой отпечаток и в генофонде. Наличие сибирской родословной у жителей Волго-Окского междуречья Железного века объединяет их с большинством современных уралоязычных популяций. В рамках моделирования местная группа Железного века была подходящим источником сибирского происхождения для большинства представителей Средневековья.
Однако, учитывая, что культура жителей Железного века в пределах участка Большое Давыдовское исчезла уже к VII веку, маловероятно, что именно они были непосредственными предками средневековых групп. Близкородственной, но отдаленной уралоязычной группой Волго-Окского междуречья во времена славянских миграций могли быть представители летописного племени Меря с реконструированным ареалом, включающим и Суздальское Аполье. Славянские миграции во второй половине первого тысячелетия нашей эры сформировали языковой ландшафт северо-западной Руси, а в северо-восточных регионах Киевской Руси, включающих также Суздальское Аполье, в X-XII веках славянские и уралоязычные народы часто формировали многоязычные сообщества, что может быть отражено и в данных из этого исследования, которые фиксируют появление славянской родословной и сосуществование в Средневековье предположительно славянских и уральских групп. В Шекшова-9 при равном соотношении людей из обеих генетических групп не наблюдается видимых различий между их погребениями. Более того, некоторые люди с уральским происхождением были похоронены с элементами славянского погребального инвентаря или смесью славянских и уральских предметов, что указывает на культурную интеграцию групп. Хотя моделирование предполагает, что славянская группа внесла значительную долю родословной в генофонд более позднего населения – около 70%. Также, несмотря на то, что исторические источники указывают на значительное скандинавское влияние на раннюю Русь, в пределах исследованных участков не обнаружено какого-либо генетического подтверждения этому. Большинство людей, помимо описанных исключений, в разных пропорциях имели компоненты как славянских, так и уралоязычных популяций. Однако люди скандинавского происхождения могли быть захоронены на других участках. Выводы. Временной охват образцов древней ДНК из этого исследования демонстрирует, что Волго-Окское междуречье располагалось на перекрестке популяционных взаимодействий в течение последних 2 тысячелетий. Местный генофонд Железного века состоял из 3 основных компонент предков, напоминающих население Прибалтики и степи Железного века, а также обитателей побережья Баренцева моря Бронзового века. Интересно, что эти источники также связывали жителей Волго-Окского междуречья Железного века с близкими им по ареалу обитания восточноевропейскими охотниками-собирателями мезолита. Тем не менее, их генофонд, по-видимому, в значительной степени отличался от носителей фатьяновской культуры Бронзового века. А раннее Средневековье, в свою очередь, ознаменовалось изменением рациона питания и появлением генетического профиля, схожего со славянским, что отражено в письменных источниках и соответствует выводам исторической лингвистики. При этом генетическое разнообразие населения средневекового Суздальского Аполья дополняли люди, демонстрирующие генетическую близость к популяциям Центральной Азии, Кавказа и Ирана, подчеркивая взаимные контакты на большие расстояния. И хотя результаты работы могут отражать локальную динамику, они показывают, что древняя ДНК может также предоставить дополнительные доказательства к истории языков, когда лингвистические данные скудны. На этом пока все. Благодарю, что досмотрели до конца, и желаю вам хорошего настроения.